Летний свитер от Брунелли Кучинелли, коллекция 2021 года. Рекомендация по поводу свитера. Это изделие мы вяжем снизу вверх отдельными деталями, как и рукава, как и период, спинку, то есть дальше просто сшиваем. Вот эти размеры даны именно на сшивные детали, потому что у нас идет один лепесточек, у нас идет 26 петель. И, соответственно, вот, у нас 130 петель по переду и 130 петель по спинке, плюс 2 кромочные для переда и спинки. Но одна петля у нас дана специально для того, чтобы мы могли сформировать вот этот вот красивый стержень в нашем лепестке. Вот. Как сшивать вот эти боковинки, я даю видео. Посмотрите. Также я даю рекомендацию, что нужно сформировать обязательно укороченными рядами скос плеча, потому что все-таки изделие неровно связано здесь. То есть мы формируем по плечу небольшой такой угол. И этот же угол я даю рекомендацию сформировать окат рукава таким образом укороченными рядами. Сама пройма связана ровно, то есть видно, что здесь, по фотографиям видно было, что там нет какого-то вывязанного, какой-то особенной проймы. Но видно, что у рукава есть небольшой окат, и также есть, видно, что есть небольшое расширение. По переду у нас есть 3 крупных лепестка. Вот если посмотреть на фотографии, которые мы имеем, да, то на фотографиях будет видно, что у нас есть 3 целых лепесточка спереди. Также у нас есть центральный лепесток, да, на котором мы, в общем, у нас тут висит меточка, и мы ориентируемся. И спереди у нас такой маленький мысик только, вот он, маленький мысик связан. А если посмотреть детальки сзади, сейчас открою, сзади мы видим, что этот лепесточек практически довязан до конца. За счет этого сформирован росток. То есть вот из-за того, что у нас немножко выше провязана, немножко больше провязана спинка, таким образом у нас и сделан росток. Также я бы еще хотела дать рекомендацию по поводу горловины. Да? Давайте вернемся по поводу переда. Спереди у нас приблизительно 79 петель, то есть у нас 3 полноценных лепестка есть, да, это 79 петель, из которых сформирована горловина. Но пометьте, когда вы свяжете уже период, даю рекомендацию вам просчитать эти 79 петель, посмотреть, если для вас эта горловина будет не узкая или широкая, то есть сформировать свою ширину. То есть, возможно, чуть-чуть заузить или, возможно, чуть-чуть расширить. Аналогичная ситуация по поводу рукава. Я даю 2 лепестка, как я вижу, вот как сформирован рукав в изделиях. Вот здесь вот, да, то есть я вижу, что это 2 лепестка есть. Но опять-таки, посмотрите, как вы вяжете по плотности вязания, какой длины рукава вы хотите. Возможно, вы можете уже вместе с укороченными рядами, с окатом рукава, сделать 80 рядов, а можете наоборот провязать полноценных 2 лепестка 80 рядов, а потом начать еще формировать окат, но это еще приблизительно 10 рядов с укороченными рядами. Таким образом будет где-то 90 рядов. То есть варьируйтесь, тут уже на вашу высоту, на ваш размер, как вы задумали. Скажем так, ориентир такой просто есть. Причем, что я тоже даю ориентир, что в каждом 10 ряду, к примеру, мы добавляем по каждой петле с 2 сторон, да, по одной петельке с 2 сторон. Но это может быть и 12 ряд, это может быть и в каждом 6 ряду. То есть вы смотрите, как вам лучше, как вам хочется чуть шире этот рукав сделать или более ровный, без практически уширения. Увеличение размера изделия происходит за счет добавления лишних, дополнительных лепесточков к каждой вязаной детали. То это спинка, то ли это рукав, то ли это перед.
Ну что, случайно нашла в журнале Верена за 2003 год ну, рисунок от Брунелли Кучинелли, который он сейчас использует в коллекции 21 года летней. Вот этот вот орнамент такой замечательный в листиках. Вот, решила с вами поделиться. Возможно, кто-то хочет связать, ну, реплику, что-то такого плана. Описание мне в журнале, ну, такое, оно мне не очень понравилось, поэтому я решила просто вам связать этот образец. Вот я распечатала крупный раппорт этого лепесточка, вот он между стрелочек идет 26 петелек у нас между вот этими стрелочками, там, где идет раппорт этого листочка. Вот, по этим листочкам считается количество, ну, можно сказать, набирается размер свитера. В данном случае у нас 5 лепесточков идет. У меня уже связан подгиб на образце, и я буду продолжать вязать. Мне как раз, кому интересует, как вязать подгиб, посмотрите по ссылке ниже. Вот, у меня как раз нужное количество петель, там плюс по 2 кромочные. Поэтому я сейчас начну провяжу 2 кромочные, и потом начну вязать раппорт этого, ну, вот этого лепестка. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас черные квадраты. На экран я вывела, что означают эти значения. И нам надо провязать раз, два, три, 4 лицевые петли. Я вяжу бабушкиным способом. Если кто-то вяжет классическим способом, пожалуйста, вяжите. Но кому как удобнее, кому как красивее получается. Я привыкла так. Давайте дальше смотреть. У нас теперь треугольничек такой вправо, с наклоном вправо. Это мы должны провязать 2 петли вместе, но мы должны взять за дальнюю петлю, за вторую, и вытянуть нить нашу, провязать петлю 2 вместе, таким образом, чтобы получился наклончик вот вправо. Так, теперь у нас кружочек, это накид. Делаем накид. Опять-таки, может, кто-то по-другому делает, пожалуйста. Смотрим дальше. Дальше у нас 3 черных квадратика. Это у нас 3 лицевые петли. И потом мы опять вяжем все вместе. 2 вместе. Так, раз, два, три. Третья лицевая. Так, смотрим, у нас, да, 2 вместе надо, опять с наклоном вправо. Опять беру, провожу спицу через дальнюю петлю, через вторую, и вот с таким наклончиком получается у меня провязывание 2 петель вместе. Да, они вот как бы как лежат туда, направо наклонены. Дальше смотрим. У нас 2 таких пустых квадратика ну, с горизонтальной линией. Это у нас обратка, то есть это у нас изнанка. 2 изнаночные петли. Раз, два. Дальше накид, потом лицевая накид. Делаем накид, лицевую провязываем, накид, смотрим. Дальше у нас 2 опять изнаночные. Раз изнаночная, вторая изнаночная. Теперь нам надо, у нас треугольничек с наклоном влево. Значит, мы должны провязать 2 вместе с наклоном влево. Но смотрим, как у нас стоят петельки. Вот они у меня, если я сейчас так просто провяжу, то они перекрутятся. Поэтому я их вначале переставляю в нужном направлении, чтобы у них не было перехлестов. И провязываю, чтобы вот верхняя петля первая была с наклоном влево. Потом у нас 3 петли лицевые. Раз петля, два, три. Потом накид. И опять 2 петли вместе, но опять с наклоном влево. Так, я опять вижу, что они у меня будут перекручены, если я их не переставлю. Я переставляю их в нужном положении. И здесь у нас уже первая петля. Через первую петлю я протягиваю, провязываю 2 вместе. То есть таким образом сформируется наклон влево. И у нас 4 петли. Ну и остаток у меня кромочный будет. Раз, два, три, 4, еще кромочная. Обязательно перепроверьте, чтобы у вас было нужное количество
ну, петель, чтобы вы по рисунку не ошиблись нигде, пересчитайте, еще раз пересмотрите, по крайней мере, в первом ряду обязательно пересчитайте и пересмотрите. Вот. Так, у нас есть в центре лепесточка, я ставлю маркер, мне так легче будет ориентироваться, это будет центр моего изделия. У вас это потом будет еще и центр горловины, и, что по спинке, что по переду. И теперь у нас изнаночный ряд. Как вяжется изнаночный ряд? У нас все изнаночные, есть лицевые, есть накиды. В принципе, здесь ничего сложного. Мы должны сформировать из изнаночных петель, мы должны формировать изнаночные петли из накида. Мы должны тоже делать изнаночную петлю, а лицевые провязывать лицевыми. Ну вот давайте, вот я вижу, что у меня сейчас идет несколько петель изнаночных, я провязываю их тоже изнаночными петлями. Вот, накид я провязываю тоже изнанкой. Ну и дальше иду изнаночными петлями. Вот у меня теперь 2 лицевые. Я их провязываю лицевыми. Накид изнанкой, ну изнаночную изнаночными, накид изнаночными. 2 лицевые провязываю лицевыми. Ну и дальше продолжаю вязать все изнаночными петлями. Ну, сейчас я дойду уже ряд до конца. Тут несколько петель уже осталось. И мы с вами провяжем еще ряд с лицевой стороны. Если же вам уже понятно, как вязать, можете промотать. В конце я показываю, как сшивать эти детали, как сшивать лепесточки. А мы с вами еще провяжем один ряд вместе. Опять я на экран вывожу наши значения. Вот у нас теперь 3 петли лицевые, ну и кромочные. Кромочную я просто снимаю. Точнее, у меня там 2 кромочные. Так, и теперь вот 3 лицевые мы должны провязать, их видно. У нас по рисунку вот 1, 2, 3. И теперь мы должны провязать 2 вместе, но только так, чтобы у нас вторая петля дальняя была сверху. Видите, оно у меня стоит сейчас не под тем углом, я их переворачиваю, чтобы сформировать, ну, не перекрученными петлями связать этот наклон. Вот, таким образом я провязала 2 вместе, и у меня сформировался наклон вправо. Теперь у нас накид идет, и еще раз 3 петли. Накид и 3 лицевые петли. Дальше у нас опять 2 вместе с наклоном вправо. Опять они у меня стоят не в том направлении, я их просто разворачиваю и ставлю, ну, провязываю через дальнюю петлю, и вот таким образом у нас петелечки наклоняются вправо. Дальше смотрим, мы их даже видим, у нас уже 2 изнаночные, мы их уже видим. И дальше надо посмотреть, что теперь у нас добавляется 1 лицевая петля, а потом идет только накид, лицевая, накид и лицевая. Вот лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь мы вяжем 2 изнаночные, мы их видим. И теперь формируем 2 вместе, но с наклоном уже влево. Здесь у меня петли стоят так, как надо в данном случае. Я вижу, что они не перекручены, и я их вот таким образом вместе провязываю. Дальше 3 петли лицевые. Они вот на самом деле потом все время повторяются, просто что они сдвигаются, эти 3 лицевые петли. Ну и, соответственно, накид тоже. Вот мы видим, что накид, мы видим, что над накидом тоже. Потом 2 вместе, и мы смотрим, что у меня вот эти 2 вместе стоят в правильном, ну не надо перекручивать, они у меня правильно стоят. Вот, я беру за первую петлю, протыкаю 2 вместе, и здесь ничего не переставляю, провязываю вместе эти петельки. Ну и остается 3 петли лицевых и кромочная.
Вот вырисовывается уже рисунок. Сейчас я провяжу вместе с вами изнаночным рядом. Напоминаю, что с изнанки мы вяжем все петли, мы вяжем изнаночными петлями. Накид мы тоже вяжем изнанкой, а лицевые вот эти вот у нас из них сформируется вот такая вот такой ну, на образце вот я вам хочу сейчас показать, вот такая как колбаска формируется. Но это не косичка, это больше колбаска, наверное, да, такая как линия волнистая. Это вот она формируется вот из этих лицевых петель, которые у нас с изнанки мы их видим как лицевые. С лица они, конечно же, у нас идут изнаночные. Вот. Поэтому можете себя по изнанке тоже проверять. Вы их четко видите, эти лицевые петли, и их легко, ну, вы не ошибетесь, их видно. Сам рисунок, который у вас будет, сам образец, там показаны только рисунок по лицевой глади, да, ну, по лицу. Соответственно, изнанка там не учтена. У вас будет в рапорте 39 рядов, но в целом в рапорт 40 рядов, потому что вы же реально понимаете, что ну, в этом рисунке указан через ряд, то есть 1, 3, 5, 7, то есть вот эти все вертикали, они как бы через ряд идут, то есть изнанка не учитывается. Давайте еще последний раз вместе мы провяжем третий лицевой ряд. Вот мы видим четко наши наклоны вправо. То есть даже можно уже не смотреть на сам узор, вы это уже видите, вы уже этот наклон, как он формируется, видно, накид уже виден. Вот. Дальше вы провязываете 3 петли лицевых, и опять виден наши 2 вместе, опять наклон вправо видно. Переставляем правильно петли, чтобы верхняя была дальняя петля, вторая. Изнаночные уже видны, 2 изнаночные видны. И после изнаночной мы понимаем, что у нас добавляются лицевые петли. Теперь у нас их раз, 2 петли и накид. После этого идет центральная, 2 петли и пошла изнанка. И теперь пошли наклоны влево. Здесь у меня петли правильно стоят, их видно. 3 петли теперь лицевые, и после этого мы делаем накид. И опять 2 вместе, уже ну, тоже с наклоном влево. Теперь уже даже можно не заглядывать ну, на сам рисунок, на схему, уже и так видно. Хочу показать, как сшивать полотна, потому что есть нюансы по поводу стебелька. Когда вы вяжете вместе с стебельками по краям. Но вам надо так сшить, чтобы сформировать из 2 стебельков один. Я сейчас попытаюсь, ну, я сейчас закреплю по кругу, только я беру именно в стебелек, я попадаю именно в стебелек, а не в кромочную. У вас будет немножко другая ситуация, потому что у вас явно будет резиночка снизу, поэтому вам не надо будет искать вот так, ну, замыкать контур. Но в любом случае, знаете, что вам надо замкнуть, сформировать петлю по нижнему краю. Вот, если вы будете набирать это обычным способом, вашу резинку. Ну, если, конечно, итальянским, то немножко по-другому. Вот, в данном случае я сейчас просто попадаю так, чтобы у меня сформировалась первая, вот этот такой как бы красивый краешек, основа такая, да, чтобы она шла одной линией. И дальше, смотрите, да, вот мы попадаем не в кромочные берем, не вот сюда протягиваем ниточку, то есть, а мы берем по центру вот нашего стебелька. То есть мы должны попасть вот в этот центр и соединить их. Я разворачиваю полотно к вам. Ну и вот мы попадаем теперь сформируем наш матрасный шов в центр стебелечка. Я протягиваю через каждый, ну вот, видно, что там петелька идет. Сейчас я настрою камеру, чтобы лучше видно было. И вот мы должны попасть именно в центр.
Смотрите, видите, я подхватываю, у меня одна ниточка и вторая ниточка, то есть как бы вот два основания видно, два таких протяжечки две. Вот одна протяжечка, вот вторая протяжечка. Вот таким образом мы продеваем наши иголочку, и вот у нас формируется такое, как восьмерочка, наша бесконечность такая, не знаю, спиралька наша какая-то такая. Вот. Вам надо просто подтягивать, и тут надо найти баланс, чтобы и не перетянуть, но и в то же время, чтобы закрыть эти петли, да. У вас будет ровнее, потому что я начала с самого начала, и как бы мне, ну, тяжело затянуть. А у вас будет резиночка, а вы пойдете снизу, вам будет легче немножко. Ну, а теперь попадаете в центр через как бы каждую петлю. Это соединение будет важно для тех, кто вяжет отдельными деталями. Возможно, кто-то решится вязать все-таки цельным полотном, потом разделять на пройме на отдельный уже наперед и на спинку, ну и вшивать рукав. Но все-таки кто будет вязать отдельно, я как бы любитель тоже вязать отдельные детали, потом сшивать. Для меня я не вижу проблем, в принципе, использовать этот матрасный шов. В общем-то, если знать, как попадать правильно, как немножко найти вот этот баланс с затягиванием, да, но не перетянуть и не как бы и слабо не сделать, то, в принципе, несложно. Моя главная рекомендация все-таки отдельно постирайте детали, то есть сделайте ВТО, отдельно их постирайте, разложите, высушите, и только после этого сшивайте, потому что полотно может очень сильно потом покоситься, если вы вначале его сошьете и будете потом стирать. То есть неизвестно, как ваш вот этот орнамент ляжет, ну, как бы после стирки, как он будет себя вести. Вот. Смотрите, как получается. Вот мы видим, что есть центральный вот этот стержень, стебелечек, и он хорошо смотрится, когда мы попадаем матрасным швом прямо в центр. Да, немножко он сейчас немножко подскакивает, но не забывайте, у вас будет внизу резиночка, то есть или будет как бы подгиб, то есть что-то будет у вас снизу, поэтому он не будет так вниз, вверх, как это, подтягиваться. Я сейчас довяжу до конца, вот я довязала до конца, и посмотрим, как оно смотрится. Вот, смотрите, здесь тоже немножечко подтягивается этот стебелечек вверх, подскакивает, ну и здесь нормально как бы. Вот. Попадайте вот здесь в центр, сделайте лучше, чем я. Главное, чтобы вы попадали в центральный этот. Да, немножко грубоват получается сам краешек, потому что у вас не просто как бы кромочная, но с лицевой стороны у нас получается нужный результат, один стержень.